умаленным как бы природно, то есть естественным образом умаленным. Он еще ничего не значит, он не стремится доказывать свое превосходство, он не сравнивает себя с другими, он не строит карьерных ожиданий, он не держит на свой статус, он просто живет и учится. Умаленность ребенка – это его природа. Но со взрослыми, друзья, все иначе. Взрослый приходит ко Христу уже сформирован, уже с повершенным. Ребята, замерзла, капец. Кругом зелень и плюс 4 в Одессе. Я уже справилась, я уже дома, почти дома. Маму, короче, навестила, выкупила на 2 дня еще лекарств. Будут еще 2 дня ставят капельницы. Так и не пришла кровь. Я зашла в магазин, купила печеночку, потушу ей на завтра с яблочком. А здесь у нас такая красивенькая елочка. Маленькая красивая елочка. Вот такая вот красивая елочка. Я в центре не поехала, не стала добираться. Там с Успенской надо было добираться. Тоже хотела посмотреть в центре на елочку. Но мне не хватило сил. Я пока пришла с утра, ехала на такси. Таксист был уникальный, верующий, порядочный такой. И включил проповеди или что там, я не знаю, вы слышали. Я я сидела в телефоне и слушала. Было очень интересно. Но он меня не спрашивал, нравится мне, не нравится. Но я молчала. Но это лучше, чем тяжелый рок, понимаете? Короче говоря, пришла к маме, все в порядке. Уже был завтрак на тумбочке, я ее покормила. Побежала, дождалась обхода, поговорила с доктором. Побежала я, она дала назначение, я выкупила лекарства. И, короче говоря, еще купила ей немножко вкусняшек. И доктор говорит, вы ей печени сделайте, потушите с яблоком. В общем, я купила сейчас печени. Дома нет света, потому что нет электричества. Сын позвонил, говорит, мама, нет света. В общем, сейчас буду на высокий свой этаж забираться. Обещают в 6 часов, не знаю, как будет. И уже, наверное, дождусь 6 часов, тогда приготовлю печень на завтра. Вы знаете, я прям сама захотела печени. И продавец в Таврии, я в Таврии брала, продавец в Таврии улыбнулась, говорит, что-то похолодало, и все по печеночке пошли, потому что действительно печень разобрали. Так что вот так, друзья мои, всех обнимаю. Сейчас я подхожу к дому. У нас тут на поселке каток. Мой младший сын уже отметился на катке. Там можно с горки спуститься. В общем, ему очень понравилось. Видите, впереди огонечки. У них там генераторы. Короче говоря, народу каждый день много желающих на катке прокатиться. Что-то там мне сын говорил, что-то 400 гривен, по-моему, только я не поняла, целый день или час, или... Ну, не знаю, я цены не знаю. Ну, в общем-то, говорит, очередь была, мама, огромная. Но он только на плюшке катается, он не умеет на коньках стоять. У меня садится телефон, как всегда, не вовремя. Но вижу, очень много детей катаются. Умеют же, да? Ночью это все я вижу с балкона, так светится в темноте, все это в гирляндах. Красота. Привет, привет, я уже дома, уже пообедала. Света дома нет. Сейчас, подождите. До 6 вечера не будет света. Слушайте, мы вчера покупались. О, как он меня... Слушайте, не кушал ничего, ждал, пока я приду. Как я вот насыпала, он чуть поел с утра, так все в миске осталось. Я пришла, он сразу побежал, доел и бегал за мной, пока я ела. Выпрашивал кусочек вкусной курочки из супчика. У меня был сегодня зеленый борщ. Вчера мне удалось его сварить. Вот такой вот Журик, красавчик. Я сейчас тут затеяла
полив своих цветочков, но Жорик не дает. Слушайте, обнаружили у него второй ряд зубов. Надо обращаться к ветеринару. Быстренько к собачьему стоматологу. Быстренько, быстренько. Что такое? Что случилось? Они у него чешутся. Он только что чесал их об мои на кухне ручки шкафов. Ну, сейчас я тебе дам погрызушку, и ты погрызешь. Что такое? Я пока по пути, вернее, домой, я купила 2 таких треугольничка домашней выпечки. 2 медовичка, один с бананом, а другой с черносливом. Сейчас поела зеленый борщ, сделала чаек лаваре. Ой, какой непослушный собак. И попила с кусочком тортика. Я люблю с черносливом, а ребятам взяла с бананчиком. Это выпекают наши проверенные соседи из соседнего дома. Я говорю, как вам удалось выпечь? Они говорят, ну пока, говорит, был свет, мы успели сделать коржи и взбить крем. И сейчас продают. Но мы уже много раз у них покупали, поэтому все свеженькое, не переживаем. Мне так захотелось, вообще я не любитель вот этих стихийных торговых точек, но мне очень захотелось. Так, я стою с вами, разговариваю и смотрю в окно, и уже 4 часа, нам еще 2 часа без света, но я вижу, что вокруг нас света нет у многих. Не мы одни такие сегодня. Короче, включат свет, я потушу маме печенку с яблоком. Какая злая собака. Слушаю новости. Сегодня день красного вина. По-моему, полусладкого. Что я такое читала? Так что сегодня такая интересная дата. Так, ну я рада, что маме уже легче. Что с ушками с твоими? Но она не хочет вставать, девочки. Мальчики ленится. Говоришь, ну, ноги у нее разъезжаются вовсю. В общем, не знаю. На 2 дня выкупила я лекарств. В общем, будем отправлять. Решили с мужем, поговорили с врачом. Надо ее отправлять после больницы в реабилитационный центр. Для того, чтобы ее там промассажировали, хорошенечко поставили на ноги. Поухаживали за ней, чтобы она начала уже самостоятельно ходить, чтобы за питанием последили за ее. Мне сказали, обязательно должна быть печень, гречка, яблоко, то, что она не любит. Вот смотри, девочки, вот я вам скажу так, вот это те продукты, которые мама моя категорически отказывается есть, кроме печени. Она просто ненавидит гречку, она терпеть не может яблоки, она их просто на дух не переносит. Вот я приношу ей яблоки, приношу ей, вот варим гречку, эта гречка стоит, она будет бутербродами запихиваться, хлеб с водой есть, но она не будет есть гречку. И кастрюля гречки будет просто стоять. Вот. А это источники, ну, это, нельзя сказать, что это прям источники железа, но они поддерживают. Ну, не доказано, еще нет такого доказательной базы, это вот по старинке считают. Я считаю, что если есть проблема в организме, то ее прям полностью устранить, поддержать себя можно, а полностью устранить невозможно, только лишь питанием. Ну, так мне кажется. Мне в палате кто-то из девочек посоветовал, говорит, Аня, надо черную икру. Я говорю, надо рассмотреть этот вопрос, где же ее взять, черную икру. Гляньте, как его беспокоят зубы. Ты моя бобочка. У нас там есть специальная косточка, сейчас мы пойдем и погрызем. Так что, друзья, вот такие дела. Я сейчас приступаю к поливу своих растений. Развела немножечко удобрения. Даже там такой комплекс больше для антистресса. Вот нам вчера включили свет в 4 вечера. И он был всю ночь. Ну, мы на ночь, я выключила стеллажи с орхидеями и с цветочками. Ну, мой холодильник, я не знаю, может быть, ночью и выключали, потому что холодильник не набил нужные градусы и постоянно
верхняя камера, она сигналит, что там нету вот этого 5 градусов. И пищит. А, ты кусака! Ты что? Вчера он с мужем вышел погулять, муж его вывел. Было уже темно, поздно, но они оделись. Он так набегался, Жорик мой. И они пришли такие грязные, и как раз уже свет, и вода в бойлере подогрелась. И я его как помыла, как постирала вот этого красавчика, как постирала. И он довольный, довольный, довольный. Так, завтра, не знаю, как буду себя чувствовать. У меня накопилась усталость, у меня прям такое головокружение, стойкое такое. Не сильно хорошо себя чувствую, это больничный воздух, вот эти все суета. Но я очень хочу пойти посмотреть на городскую елку. Если вдруг я дойду, там можно подъехать на 146-й, по пути домой можно выйти и пройтись вот по центру. Можно будет посмотреть на предрождественское состояние. Все, иди. Я его замучила. Я тебя замучила, да? Замучила. Сейчас будем поливать цветочки. В общем, я сейчас уже... У нас тепло, хорошо. Отопление есть? Есть отопление, есть вода, все есть. На, поиграйся. Но нет света. И, кстати, я немножко расстроилась, потому что поднималась по лестницам с соседкой, с ребенком, с маленьким. У них многодетная семья. Так вот, она мне призналась, что у них газовый баллон. У меня тоже, но у меня вот эти маленькие для рыбалки баллончики. Уже очень много случаев таких нехороших. Взрываются баллоны. Но у нее не огромный, но 5-литровый. Я не знаю, девочки, 5 литров это как? И она прям надо мной через этаж. Когда мне стрёмно. И я как-то прям... Я ей сказала, говорю, пожалуйста, аккуратно. Ну, это как бы по технике безопасности это нельзя. Я прям расстроилась. У нас в прошлом году был случай, но там включили свет, а плитку с газовым баллоном человек поставил прямо на вот эту электроплиту, и когда включился свет, и плита включилась. И нагрелся баллон, и вынесло в фасад. И там высокий этаж. Я всегда вот подогрела, что-то там, чай, это вот, я отсоединяю баллон. Да там еще в том баллончике сколько там миллилитров, там вообще ерунда. Даже если пыхнет там что-то, оно, мне кажется, не так глобально, как 5 литров. Я не видела, чтобы таскали большие баллоны, как, знаете, вот эти раньше. У нас дома мы росли, у нас не было газа, это 90-е годы, и у нас был большой газовый баллон. И папа, помню, раз там в месяц, раз в 2 месяца его заправлял. Приезжала машина из района, и меняли баллон пустой на заполненный. И вот это они тащили его на 5-й этаж, несколько мужиков, у нас 5-й этаж был, в 5-этажке. И мы тоже всегда перепроверяли, закручивали. И мама всегда боялась этого баллона, но другого выхода просто не было. Потому что тоже в 90-е выключали электричество, а у нас газа просто не было. У нас там система такая, во двор привозили газ и заправляли вот эти вот емкости, которые во дворе. И потом уже этот газ шел, сжиженный газ, потом шел уже в дома. Ну, в общем, короче. Что-то я нервничаю, когда узнаю такие вещи. Ну, будем надеяться, что люди ответственные, что ничего не случится. Тут и войны не надо, понимаете? Ну, блин. Да, я понимаю, что многодетная семья, надо готовить. Света нет по много часов. И играться с этими маленькими баллончиками. У меня муж вчера буквально вот купил упаковочку. Я говорю, купи еще. Там 4 баллончика запаяны. И у меня как бы вот на 3-4 дня хватает. Я только подогреваю.
Позавчера я дожаривала котлеты. Дали свет за 2 суток, дали свет на 1,5 часа из-за после дроновой атаки. Жора! И я успела за 1,5 часа только сделать, на мясорубке сделать фарш. Слушайте, как темно, да? Сделала фарш и не успела пожарить котлеты. Так я жарила на газу. Ну, это очень быстро. Так, все, иду поливать цветы. Все. Всех обнимаю. Мира и добра. Пусть будет свет в душе. Включила, ребят, фонарик. Короче, забыла рассказать. Обратная дорога домой в маршрутке. Вдруг ни с того ни с сего, хорошо, что я села, было место, парня подвинула. Она как затормозит, все кубарем полетели. Что-то там кто-то задом сдал, я так поняла. В общем-то, я думаю, ну все, это уже просто финал. Все начали кричать. Вот я боюсь маршруток. Не знаю. И вот то, чего боишься, то и получается. Это была жуть. Это была жуть, но, слава богу, обошлось. Все целы. Но люди, которые стояли, они просто вот так друг на друга покатились в сторону водителя. Я в шоке. А Жорка безобразничает. Что такое? Что такое? Сейчас будем с ним играть после полива. Слушайте, друзья мои, ну мы со Светом уже 2,5 часа. Я уже постирала и приготовила. Слушайте, ну знаете, что произошло на нашем новом катке? Везде во всех группах пишут. Девочка упала, ударилась головой, ее без сознания вынесли на руках. Так что вот так. В нашем классном чате даже пишут родители, не наша ли это девочка, проверьте своих детей, своих девочек, все ли дома девочки. Ну мало ли что, родители на работах еще, вдруг кто-то из класса. Мой тоже сейчас хотел побежать гулять, но я его покупала, говорю, нет, оставайся дома. Вот и начинается. Я говорю, сейчас начнутся руки-ноги. Чтобы идти на каток, надо уметь стоять на льду, как минимум. А хочется всем хочется покататься.